Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений. Мы продолжаем выживать на Марсе в Stationers. Программируем гидропонику. На нолике у нас гидропонка, на единичке Харви, а на двоечке Чип. Так, два девайса. Гидр 02 у нас там D3. Харви у нас на Харви второй D4. Харви третий. Так, а там не Харви, там Memory. MM2 D5. Такая пара. Теперь для первой пары сидинг 01. Это у нас будет гидропоника номер 1. Harvey Occupied 01. Harvey 01. И гидропоника Occupied это будет 01 поставим. Так, чисто для нас, чтобы мы видели, что у нас поменялось. Гидропоника номер 1. Мы тут с гидропоники считываем два значения. Seeding и Occupied. Harvey считываем только Occupied. Это будет у нас первая группа. Будет вторая группа. Теперь смотрим, если сидинг первого и -1, тогда mem 01 сеттинг равно 1. Тогда только цифры, по-моему, можно вписывать. Если Harvest окупает 02, 01, верно. Если он не занят, то mem сеттинг 01 ставим 0. Дальше берем первый Harvey. Говорим ему Harvest и Plant. Сеттинг отсюда читаем. Harvest. Ready to Harvest, который сеттинг. Вот эти вот значения. Так. Вторая группа. Для второй группы то же самое, только меняем на цифры свои. Вторая группа. Иногда самый простой работающий код реально самый простой. На самом деле здесь от того, что я скопипастил, уже никому не будет. Раз, два. Зато прозрачно. Можно еще вот это забрать вниз, чтобы видеть, где какая группа у нас закончилась. Подписать еще можно даже. Первая группа. Вторая группа.
Они друг друга не прерывают, не взаимоисключают, просто параллельно два выполнения. Раз и два. Тут mem 02. 20202 везде. Почему я 02 пишу, а не просто 2? Читается легче. Сразу нолик видишь глазами, легче. Он как разделитель работает. Тут 01, 01. 1, 01, ничего не потерял. Да. Это будет первый. Теперь мы его... Да. Да. Сразу экспорт. 748 байт. И там 848. Одинаково. Тот же код. Так. Да, нет. Что такое? 848. Ага. Экспорт выполнить. Не хочешь? А так? Показывает. Что такое? Чего не хочешь? 2 записал, да? Ну, 2 по 848. Третий не хочет писать. Что за бред? Давай поменяем что-нибудь в коде. Спорт есть? А, ну блин, ну конечно, я экспортирую куда? Ну, дурак. Дурак. Что дурак? Держу в руках и говорю, экспорт, давай, экспорт. Так пишите в комментариях, кто ржал в голосину. Того, как я мудил. Вот. Здесь на самом деле в коде написано 0102, но пары значений указаны совершенно четко. Сейчас посмотрим. Не ругается, не ругается. Сейчас семена начнем вкидывать, посмотрим, будут ли они ходить по всем этим группам дружно. Дальше нам надо свет. Свет нам надо понимать. Сначала таймер сделаем для света. Я вот этот код себе заберу. Код я заберу. Программу. Сюда. Так. Дальше нам надо свет. Освещение для растений. Там будет таймер. Таймер, кстати, тоже после перезагрузки будет сбиваться. А фаза растения не будет сбиваться. Значит, нам надо результат таймера тоже писать в memory. Оно не будет сбиваться. Hydroponic. Light. IC10. ICX. Вот такой нюанс, конечно. И импорт. Давай подумаем. Если я буду в memory писать состояние света. И фазу. То у нас будет каунтер. Каунтер. Тогда да, тогда он не будет сбиваться даже при перезагрузке. Это будет каунтер. Что нам надо, кроме каунтера? Нам надо знать какой-нибудь лоток.
Но даже если у нас тут будет... Стоит ли нам на каждый лоток смотреть, каждой лампой? Или достаточно смотреть на один лоток, например, со светом? Ну, погрешности там, конечно, будут, если особенно если одно растение где-то застрянет на фазе какой-нибудь позднего роста, да, и эта поздняя фаза роста будет убрана позже. Тогда оно, да, оно застрянет. Но я так не сделаю прям по лампочке на каждый лоток. Ну, я думаю, что я буду смотреть на какой-нибудь первый лоток, вот этот. По нему буду ориентироваться, надо мне свет включать или не надо. А сбрасывать счетчик я буду в момент, когда будет срабатывать плант. На вот этом вот первом. На первом Харви. Даже в случае на шестом лучше вот на первом. Первый Харви, первый. И на нем будем смотреть. Если где-то будет разнобой, ну как бы да. Тут мы не угадаем сильно. Пьем попьем, пока не сдохли до жажды. Критический уровень обезвоживания и обезъеживания. Лятра гладит. Все понадкусывал. Ну, как бы мы можем, в принципе, в тупую пустить эти таймеры с освещением фазами подряд, циклом. Можем все-таки сбрасывать, ориентируясь на плант. Если мы, допустим, одну включим, вторую выключим, вот тут растение будет расти, оно будет захватываться под этот свет. Хорошо, делаем этот memory с каунтером. На нолик вот сюда вешаем. На единичку вешаем первую гидропонику. В этот Харви первый ставим. И все. Лампы у нас на патче. Значит, свет и гидропоника. Да, каунтер и гидропоника. Теперь делаем код. Девайс counter. Даже не девайс, это... Да, девайс. Девайс counter. D0. Девайс Harvey. D1. Дальше константы с хэшами. Цвет. Light. Лампа, вот она. Grow light. Grow light. На хэш. Опять наш луп. Пропуск тика. Memory там еще. Каунтер, он же есть memory. Мы каунтер увеличиваем на 1. Каждые 2 тика. Каунтер. Вот так интересно. Мне так не будет работать. А так? Тоже нет. Константа. Значит, сеттинг. Хорошо. Сеттинг +1. Будем увеличивать каждый тик на единичку.
Дальше, что нам надо? Нам надо понимать, если Харви имеется фазу Plant, Харви Plant 1, ну даже можно просто смотреть Plant. Это counter setting равен 0. Сбрасываем. Что нам это дает? Да, нам это дает сброс. Давай посмотрим, работает, не работает эта логика. Что ты экспортировал? Да, экспортировал. Смотрим. Не работает. Почему? Потому что я здесь 0,5 и 0. Наш перевернутая. Это 0,5, а это у нас 0,4. Экспортировал. Смотри теперь. Кэш. Что ты пикаешь? Incorrect logic type в строке 1. R1 D4 setting. А, наоборот. Харви на четверке, а каунтер на пятерке. Сверху вниз. $122. Теперь что не так? В четвертой строке ошибка. Хорошо, посмотрим. А что ж я выключаю? Четвертая строка. Плант. Плант с ошибкой. А чему там равен сейчас плант? Что у нас, как мы писали, плант для Харви? Вот так. Плант. Булева. Там не Булева, там 0,1. 0 или 1. Харви, плант. Давай напишем, если плант у Харви 1. Явно. Теперь что не так? Incorrect logic type. Строки 4. Плант у него некорректный. Что до Харви прицепил, надеюсь, значит, на D4. Окей, давай запишем состояние плант в сеттинг. Потестируем. Не будем каунтер считать, просто запишем.
Будем план писать. Смотрим, будет ли оно. И тебе что не так? Строка 1. Correct logic type. Тут у нас Харви на 4. Каунтер на 5. Харви на 4, каунтер на 5. В строке 1 incorrect logic type. Plant. Plant. Корректный логический тип. Значит, в планте там что-то написано. То, что нельзя вписать в сеттинг. Что же там написано, интересно? Консолька нам поможет, я знаю. Всемогущая консолька. Ага, консолька здесь не всемогущая, она сюда вообще не подходит. Не в той сети её прицепил. Куда я отверткой собрался провод запихивать? Вот сюда будешь писать. Консолька D3 у нас там, да? Давай в консольку будем вписывать. Plant. Harvey. Что ты ругаешься? Ошибка indirect logic type. Строка 1. Что у меня там в первой строке? Plant у меня там logic type. Ты в R1 не можешь записать с девайса D4 состояние plant, потому что у тебя там его, скорее всего, нету. Какой же там девайс? Писан. Покажи-ка мне свой хэш. Есть такое вообще поле? Invalid argument type, expected logic type. Логический тип ты ждешь. Давай он посмотрим значение. Есть тут такое? Куда ты экспортируешь?
0. Пишет, пишет. Переменяем на включить. 1. Ну, окей. Уже хорошо. Значит, тот девайс мы смотрим. Неплохо. Тот девайс, который надо смотреть. Арви. Режим. Кстати, можем на Unhappy смотреть и включать свет, если надо. Или выключать. Но это как бы немножко другая логика. Мод. Чтение, запись. Включить, выключить. Harvest. Ну, есть у тебя здесь мод Plant? Это не мод, это просто Plant. Состояние того, что ты собираешься садить что-то. Можем на лоток смотреть, пустой он или нет. Если вдруг пустой, тогда сбрасываем счетчик. Давай тогда на лоток будем смотреть, раз у меня не получается быстро. Делаем по-другому. Возьмем лоток. Возьмем сюда на 4 лоток. Первый. Вот, первая гидропонная установка. Посмотрим состояние, как я с ней читаю, окупает. Если он вдруг пустой, то слот надо читать. Сюда. Хорошо, это будет гидропоника. Тайм-слот гидропоники. Пишем сюда. Должно писать 0. Сейчас, так как там ничего нету. Даже вот так. Не окупает. Пусть это окупает пишет сейчас. Ноль. Да, что я сюда вкину для тестирования? Пока ничего. Пожертвую семечкой ради теста или не пожертвую? И тут есть семечки. Значит, пожертвую. Давай вкинем туда тебе. Сделаем счетчик, включим. Там 0. Ага, ну я как только закину, сразу станет 1, окупает. Значит, надо смотреть, если 0, мы тогда сбрасываем счетчик. Давай тогда это вот сюда. Да ё-моё, зачем я это нажал? Стань. Так, да. Вот смотрим, если окупает. Если не окупает, вдруг стало, сбрасываем счетчик 1 раз. Тут мы счетчик наматываем. Будешь так работать? Скажи мне, что ты наматываешь счетчик. Не наматываешь. Я в цикле это делаю или как? В цикле. Сеттинг я считаю. +1 считает или не считает? Считает, скорее всего. Что там? Если не занято, должен счетчик сбрасываться. В остальных случаях он будет просто пропускать эту логику, да, он должен сюда в сеттинг дописывать.
дописывать. Может, там сумму надо как-то по-другому считать. Что вот так? Референсы. Baldwin functions mass. Синусы, косинусы, тра-ля-ля. Математические вычисления. Ну, нет, плюс надо писать просто и все. Я не знаю, давай в каунтер этот сюда запишем. Так будем писать, посмотрим. Вон счетчик полетел. Полетел нормально счетчик, а memory не хочет. Хм. Да. Memory не хочешь считать. Ну же сеттинг пишешь или там value. Куда там тебе писать? Чип памяти. Что у тебя тут есть? Ну, сеттинг, конечно же. Ой, есть референс ID, prefab хэш. Сеттинг, пожалуйста. Тут летит консоль со счетчиком, с каунтер не летит. Каунтер D5. Сеттинг. Одинаково же делаю, одинаково. Интересно. А почему нет? И непонятно. Смотрим, что нам бот скажет. Может, я тупой? Что-то не понимаю. Он нам расскажет. Ну, видишь, правильно понял, что memory блок. Проблема в том, что он не показывает ничего на корпусе. LED display. Пробуй, говорит, через консоль. Возьми планшет, бла-бла-бла, через логику. Понятно, но очевидные вещи пишутся. Но как бы не меняется ничего там. Очень странно. А что если я попробую...
что если я действительно попробую сеттинг писать консоль в конце вот здесь вот с каунтера. Хоть увидим, что там. Может, действительно не показывает. Я не должен видеть при наведении мышки на memory блок, хотя должен. Всегда так работало. Ноль, там 0. И здесь 0, и он никуда не двигается. Я вообще ничего не понимаю. Фу-фу-фу. Какая-то жесть. Ну, жесть в том, что я не понимаю. Понятно. Понятное дело, что если я не понимаю, то я не понимаю. Тут каунтер 0. Если я поменяю цифру. Ну-ка, верни назад. Верни мне его, да, я просто руками поменяю цифру. Вот так, 100 напишу. Там все равно 0. Здесь 0. Время 0. Ага, значит, если все время 0, значит, у нас сбрасывается цифра. Теперь смотрим, почему она сбрасывается, когда она сбрасывается. Тут уже понятно, и раз это работает, значит так. Если он не окупает, мы сбрасываем в 0. Давай же посмотрим, чему равен окупает. Что там окупает -1. Давай окупает, посмотрим. Окупает у нас 0. Окупает у нас всегда 0. Ну, хорошо, понятно, логично. Если я окупает ставлю 0, то мы всегда сбрасываем нолик. Вернее, мы считаем каунтер только когда растение там внутри. Тогда все, я понял. Действительно, я тупой. Но главное, что я разобрался. Значит, что я делаю? Я каунтер считаю, но у меня Харви все время пустой. Когда он не пустой, я все время его сбрасываю в 0. Логично. Он должен считаться только когда перестал быть пустым. Сейчас он будет писаться. Если вот так вот сделаю. Теперь он будет записываться. Вот, побежал счетчик, все нормально. Я неправильно понимал. Я думал, что вот этот окупает, это типа пусто. Типа, если не пусто, мы тогда сбрасываем. Но он же все время пусто. Ну да. Хорошо, счетчик побежал. Теперь мы счетчик сбрасываем, когда нам надо его реально сбросить. Нам надо сделать деление на остаток, то, чтобы понять длину цикла. Какая у нас длина цикла? Мы это уже разбирали. Берем ту же пшеницу. Органика вот у нас есть. Пшеничка. Пшеница, продолжительность дня должна быть 10 минут. Продолжительность ночи 5 минут. После высадки сразу мы включаем ей день. Ждем 10 минут. Первая фаза 10 минут. Вторая фаза 5 минут. Вроде бы все легко. Ставим здесь. У нас там пшеница.
Wait. Делаем wait. Значит, ставим with day 10 минут. 10 минут умножить на... Так, 10 минут. Это сколько в секундах? Умножить на 2. В 5 минутах 300 секунд. В 10 минутах 600 секунд. 1200 тиков. Ночь это 5 минут. 300 секунд или 600 тиков. Потому что в секунде 2 тика. Ну, приблизительно, но будем считать, что да. Тогда нам надо смотреть, если сеттинг каунтера нам надо смотреть. Если этот сеттинг, там остаток отделения делается так. Ё-моё, где эта штука? Вот, разделим остаток отделения на день. Мы это делали. Тогда мы берем Row Light. И пока все еще день. Остаток отделения меньше 1200. Тогда Grow Light включаем. Если нет, Light выключаем. Проверим сейчас логику. Проверь логику. Если день, то включать лампу. На ночь выключать. И проверь. Она тут еще надо проверить. Или сбрасывается в фазу дня счетчик, если лоток пустой. Вот так. Мы берем 1200, делим любое число, делим на 1200 с остатком. Если деление, остаток отделения есть, лампа всегда включена, он говорит. От 0 до 1200 тиков лампа включается. 1200 и более тиков лампа выключается. 1800 цикл повторяется. Это он предложил ограничить цикл до 1800. Соединить, суммировать вот эти два значения. Да, логично. Full cycle. Дальше он грузит, ну я его тоже гружу. Смотрим, раскомментировать. Ну да, у меня закомментировано. Cycle position нам надо посмотреть, где мы в цикле. Делим на остаток отделения по всему циклу. Смотрим, где мы находимся. Если меньше, чем день, меньше 1200, мы тогда говорим день. Если больше, мы говорим ночь. Логично? Логично. Поправил, молодец. Item day. Это получается вот так. Только тут должны быть true false.
Такого мы сбрасываем. Мы оставим. По списке. Согласен. У нас не работает сумма. Expected token плюс. День плюс ночь. Тут проще записать сразу 1800. Так. Экспорт. Куда ты экспортируешь? Так, надо экспортировать. Вот лоток у нас пустой. Нолик. У нас включился свет. Он будет все время включен. Надо еще сделать... Если сеттинг равен нулю, лампу не включать. Только от 1 единицы. Тут больше нуля надо поставить. Вернее, не тут, а... Сеттинг больше 0 и cycle position меньше, чем item delay. Этот блок он предлагает заменить. Использовать, если сеттинг больше 0. Потому что нет смысла его писать, когда 0. Сейчас 0, лотки пустые, что он горит? Ну, он мне опять, конечно, поменял. Вместо точки с запятой. Такое число байт. Все. Что, теперь будем закидывать семена. Семена надо закинуть. Как я их туда закину? Мне надо приемник. Там приемник, там раздатчик, надо скинуть. Транспортных труб надо еще сделать. Да, что-то я старею, с логикой вообще не дружу. Это все паника. Паника, боязнь того, что не получится. Надо перебороть эту боязнь. Делать спокойно. Хорошо, я сейчас пробную возьму, вкину туда. Но мне надо вкидывать как семена? Надо, чтобы они были по одному и залетали по одному, а не всей пачкой. Сейчас вся пачка вот сюда залезет. Все, значит мне надо что, стакер? Порезать через стакер, да? А если у меня они... А, ну нет, надо порезать сейчас здесь через стакер. Сейчас все порежу через стакер. Надо было выкинуть сначала.
35 штук сейчас выскочит. Как много муки. Засыпаться. Просто засыпаться мукой. Ладно, мне семена надо порезать. Давай. Есть? Глупое было действие, конечно. Красиво, но глупо. Посмотрим, как это будет. И то, что я называю трубами транспортными. Куда я их дел? А вот они. Так, в общем, здесь мы сейчас выкинем раздатчик сначала сделаем. Скидывает, посмотрим, что он там поскидывает. Здесь мы сделаем приемник. Смотрим. Раз. Выпал. Ну, выпал. А так. Тоже выпал. А, как тогда? Значит, он проходит сюда. А здесь время эфира подошло к Если концу, здесь дорогой друг. Я занято, тогда благодарен он тебе, что ты попадает был со мной сюда. на этом эфире. За твои поддержки, А мне комментарии, да лайки. наоборот. Подписывайся. Приходи на следующее видео завтра. А Будем как это продолжать сделать? ковыряться с гидропоникой. Ну, а если, допустим, тут еще есть. Туда-сюда кидает, типа влево-вправо. Так, корзина какая-то. Как мне его сделать? Мгм.
Да наоборот, мне надо вот так сделать, чтобы он кидал корзину. Если полный, то выбрасывал наружу. Да. Если я вот так сделаю. Ну попробуем, сейчас будем примиряться. Допустим. Опа, переключился. Он стрелку переключил. Типа, говорит, там полный. Я, говорит, там не буду. А что у нас там, Харви? Пусто. Харви просто было пусто. Как это работает? Интересно. Очень интересно. Хм. И он считает, что в Харви пусто. Тогда он выкидывает. А чё, Харви не может принять или что? А если я включу Харви? Слышал звук? Слышал звук. Вот, теперь она в Харви попала. Значит, Харви не пускает, если он не включен. Понятно. Ай, так неудобно. Как мне тогда сделать так, чтобы он разбрасывал последовательно? М. Ну, а если, допустим, я закрою вот этот выход? Если я так сделаю? Так, думай, двашка, думай. Если я сделаю вот так. Здесь глухой. Здесь переполнение. Или прямо, или в сторону. Если прямо забито, тогда будет кидать в сторону. То есть, по идее, если я сюда вкидываю, кидает сюда. Здесь занято, он тогда кидает сюда. Так они забьются за счет того, что крайний забивается полностью. Так. Тогда мне надо еще один, который будет выкидывать излишки. Здесь я поставлю раздатчик. Пусть скидывает. Поставлю приемник. Сейчас будут накидывать. Смотреть. Сколько у меня семян? Если я захочу сделать сброс, мне надо будет здесь сделать какой-то выходной клапан, который будет выкидывать. Но мне придется Харви снимать, разбирать. Так не получится просто сброс сделать. Это что за Харви? Это теперь Харви у нас переименованный. Вернее, не переименованный. Он отсутствует в списке. Харви 6. И он теперь сбросился. Это сразу не забыть. Чип. Харви 5. Вот Харви 6. Ага, ну никуда он не делся. Радует. Давай так попробуем. Раз. Куда ты попал?
Сюда, по идее, попал. А? Нет, не сюда. Сюда. Куда тогда? На выход вышел. Всегда на выход. Получается, всегда выбрасывает. Все 6 штук. Смотрите, где-то есть, лежит одна. Вопрос где? Вопрос. Она в крайнем лежит. Это настроить. Как это настроить? Как это настроить? 6 штук. А было 7 семян. Да, вот он. Сложно так, конечно, сказать, как это настроить. Это работает вообще. Давай пока не с Харви. Вот так раскидаем. Что я так раскидаю? Так раньше можно было поставить. Должно было закидывать. Это просто типа, лево-право раскидывать. А как вот это? Туда-сюда кидать должно. А, первый фул, тогда второй. Его никак нельзя программировать. Нет, там ничего, никаких пинов нет. Каких пинов? Понятно. Дорогой друг, спасибо тебе, что ты был со мной на этом видео. Напиши, пожалуйста, в комментариях, как правильно работают раздатчики, чтобы я смог это все настроить, если я вдруг не найду к следующему видео. Ставь лайки, пиши комментарии, подписывайся, приходи на следующее видео. Я думаю, что завтра мы разберемся, как это настроить. Пока.